Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks, и не так давно прошла неделя видимости лесбиянок. Я хотела выпустить ролик тогда, но с хейта Беллы и Рамзи, как вы заметили, в прошлом видео у меня загорелось больше. Но вот сегодня я тут и хочу обсудить с вами тему, подкинуть подборочку игр про женщин и для женщин, очевидно, с интересными любовными линиями с женщинами. Кстати, у меня тут на футболочке написано Girlfriends are forever, но вам не видно, потому что оно отражает. Ну да, тут это написано. Изначально тут написано Diamonds, но оно зачеркнуто помадой, типа, и там Girlfriend. А еще не обращайте внимания, я буду жмакать свою игрушечку. Оно просто такое мягкое, как сквиш какой-то. Если вдруг кто-то не знает, то VLV — это Women Loving Women, то есть женщины, любящие женщин. Хотя я сама являюсь бисексуальной, но, очевидно, я люблю женщин по всем параметрам, и также очевидно, что мне хочется как поддержать лесбиянок, так самой погрузиться в подобные тропы в играх. Если бы вы могли выбирать, кто-то вообще выбрала бы Бэдди Киттер. Ладно, я молчу. Так вот, если вам просто интересно глянуть саму подборку игр, то в тайм-кодах промотайте подальше, потому что сейчас я хочу немножечко поговорить, возможно, не о самых приятных вещах. Начнем с того, почему любая репрезентация важна. Ответ простой. Потому что она, помимо того, что в целом показывает разное мировоззрение, разные перспективы, она также формирует восприятие и нормализует то, про что идет речь. Не за один раз, конечно, не за 5, в большинстве случаев, еще и пройдя через кучу критики и хейта. Не буду уточнять, от кого именно, но со временем, с постоянным повторением, это должно закладываться в головах людей, и все, я надеюсь, должно меняться к лучшему. Одной репрезентации мало, конечно, но это, в принципе, путь непростой, так что это одна из ступеней, так, давайте скажем. Теперь говоря про конкретную тему лесбийских отношений в медиа. Большинство продуктов, фильмах, играх, даже книгах используют лесбийские сцены исключительно через male gaze, то есть не для репрезентации подавно, а для возбуждения гетеромужчин. Хотите вы или нет, но это и сейчас практикуется довольно обширно, хотя по сравнению с прошлыми годами, в принципе, конечно, улучшение есть. Так, например, мы можем заметить, что лесбийские пары имеют две грани. Первая — это либо конвенциально привлекательные мужчинам женщины, которые обязательно будут обрисованы и показаны с сексуализирующих их сторон, вовсе не так, как все на самом деле происходит в жизни. Либо второе — это вы получите ярлычок неликвида, потому что делаете все неправильно и выглядите некрасиво для мужиков, и вообще, как это вы не хотите тройничок? В основном в играх это чувствуется так, словно ты чужой фетиш. Ну, логично, лесбиянство либо жестко фетишизируется, либо демонизируется снова же. Касаемо конкретно области игр, это видно. Это видно при движении камеры, в позах, в поведениях персонажей, даже в их голосах порой. Man-гейс игры видно почти сразу. Я не буду много упоминать про какие-то азиатские помойки, там такое сплошь и рядом, в то болото лучше даже не лезть. Там и просто сексуализация, и флирт между девушками на показ мужику, где они там телами друг от друга трутся. И даже типа около лесбийские отношения, только вот на вид между детьми, максимум подростками. Не в хорошем смысле это показано и точно не нацелено на девочек-тинов. Эти и вовсе делают кучу игр 18+, где многие выглядят мелкими, так что сделать игру с лолями, мол, VLV от них — это просто потворство PDF-файлом. Я вот еще рандомно нашла те, что вы сейчас на экране видите, они азиатские уже. И сразу мне подумалось, ну это 100% мужик делал, а потом путем несложных поисков, манипуляций я обнаружила, что да, так оно и есть. И это же еще помимо просто сексуализации порой делают, казалось бы, на первый взгляд, неплохая игра про женские отношения. В итоге смотришь, они какие-то, оказываются, гетеронормативные, и напрямую вроде не говорится об этом, но вайб присутствует. Типа, знаете, как вот это вот: а кто из вас мужик? А кто сверху? А кто снизу? А кто главное? Боже. Я би, но даже у меня такое спрашивают, и спрашивали не один раз. Это так ужасно, господи. Еще вон в Man Gaze, на мой взгляд, пойдет Киберпанк 2077 по лесбийским отношениям с Джуди. Типа, по прописанности она, может, и норм. Я сказать не могу, я не романтила ее, но смотрела там ролики основных катсцен, и я хз. Может, я сильно придираюсь, может, я вижу то, чего нет. Но я сильно сомневаюсь в этом, вообще-то, учитывая, кто игру делали и как. Она и конвенциально симпатичная, и на марафете всегда, и в топиках-шортиках. Ну, тут само по себе не то, что что-то плохое есть в топиках-шортиках.
Но надо смотреть в общей картине с мыслью, а зачем, почему именно так, для кого, без этого могло обойтись или нет, или приближается ли камера на конкретно отдельные места, для кого это сделано. В общем, в перспективе увидеть фан-сервис довольно-таки легко. Вот эти ракурсы, тут бюст открыть, тут животик показать. Тут и вовсе можно заметить, какие шорты в так называемую верблюжью лапку собраны. Название такое придурочное, ну ладно. Еще там плюсом мужики в пабликах кринжовых всяких раньше вечно хвалили наравне с паном ее, что уже показатель какой-никакой. Типа все эти моменты в совокупности много вопросов оставляют. Кстати, тот же Ведьмак 3 с квестом танго втроем, в принципе, отлично показывает суть этого самого мужского взгляда. Там, конечно, у квеста есть свои причины и смысл, кто играли, те знают, но это никак не умаляет кучи объективации и сексуализации в самой игре. Однако такой пример классный, что я все-таки использую. У нас там Трис и Йеннифер задумывают проучить Ведьмака, мол, сделать вид, что вот тебе втроем, а потом фиг ему. Но ведь ситуация мало того, что частая и в целом показывает эту самую мейл-гейс парашу и фантазию. Женщины, по их мнению, если в игре и будут любить одна вторую или любовью заниматься без наличия мужика, то эти две женщины должны быть, как минимум, конвенциально красивые. У них это пока еще так лицемерно работает, что если лесбиянки сексуализированные, то нормально, отлично. А если как реальные женщины сделаны, да еще и со своими проблемами, мнениями, не дай богини, не белые, то это все. Это уже повесточка. К слову про Ведьмака, знаете, что будет смешно? Если в новой части, где мы будем играть за Цири, нам снова будут тыкать объективированных женщин, потому что, ну, Цири-то у нас не гетеро, и нам будут это тыкать снова. Ладно, в принципе, у меня нет каких-то ожиданий, потому что снова же, кто игру делали, мы знаем. Просто хотелось бы надеяться, что будет получше. Но я сомневаюсь. Но надеяться могу. Для квир-женщин такие игры становятся одним из способов безопасного пространства и порой исследования себя. Даже если в этом, казалось бы, безопасном пространстве, что предполагает быть для тебя уютным, ты видишь, что тебя просто фетишизируют или недостаточно историй тебе подобных раскрываются, в принципе, снова же игнорируя, по сути, любые ВЛВ-отношения, показывая их только со стороны. Ну вот, они красивые, давайте на них посмотрим. За красивыми можно и понаблюдать, и не важно, что. На самом деле, ладно. Так вот, если ты в этом пространстве себя сейф не чувствуешь, и как-то уже и неуютно, и вроде хотела поиграть, почилить, а оно что-то не получается. Как-то напряженно выходит. В общем, это не нормально. Я не знаю, это ненормально. Когда ты видишь только сексуализацию, когда ты чувствуешь, что твои чувства не важны, но горячие и хорошо, и достаточно, а далеко не настоящие, ну, это уже дело такое. Это никого не волнует, как бы. Репрезентация, где бы то ни было, я снова повторяю, очень важна, потому что это признание, что ты существуешь, что твоя любовь реальна, а не просто прикольный фетиш для кого-то или глазами кого-то. Хороших игр с лесбийскими парами, их вообще немного. С female гейзом их прям вот единицы. А кто-то еще ущемляется, когда их создают без фетишизации или вообще затрагивают эту тему отношений между женщинами, даже дружеских. Вон сколько вони про ту же Split Fiction было, мол, сильные и независимые, хотя будто это как-то плохо. История про женщин, как же так? А с другой стороны, наоборот, была вонь о том, что нет сексуальных отношений между ними. То есть им хоть покажи ты сексуальные отношения не нравятся, хоть не покажи им не нравится. Ну, в принципе, да, эти персонажки-то тоже конвенциально красивые, так что между ними можно было и показать, потому что, как это без сисечек? Ладно. Ничего, конечно, что таких историй раз-два и досчиталось. Казалось бы, если это не твоя игра, если тебя так бесит посмотреть историю двух женщин, и ты не можешь себя поставить на место героини, то нафига в сторону этой игры вообще смотреть? Ну, типа, мы вон сколько игр за мужиков играем, и ничего, как-то прошли, как-то пережили это, и даже... Не знаю, даже научились сочувствовать этим героям, эмпатию к ним проявлять, вливаться в их жизнь, типа ставить себя на место того, с кем мы себя не ассоциируем. Ну, да, хороший скилл, советую. Вы просто представляете, что было бы, если бы сейчас все было наоборот, типа женщины играли бы за мужиков, только которые типа красивые, типа сексуальные. И я сейчас не про красивые через мэн-гейс, я не про гору мышц или тех, кто нравится в основном мужикам. А вы просто прикидываете такую ситуацию, что вот женщины такие: нет, вы либо убираете мужиков, мы за них играть не будем, или делаете их не страшными, и чтобы мы еще видели, как у него попку облегают штаны. Можете себе представить? Я тоже нет.
А знаете, что еще более тупо? Это вот, если есть условная игра, сделанная для квир-персон и часто от таких же квир-персон, в этой игре нет объективации, какого-то фан-сервиса, прочего говна, и люди в ней выглядят более реально. А потом, ну, типа, это все ясно, это все показано, еще из трейлера понятно, и в целом, ну, это видно. Но в эту игру идут играть те, кто абсолютно против этого. И знаете, что они потом делают? Они просто ревью-бомбят игру, потому что им не занесли туда сексуализированных героинь. Но эта игра изначально была... Короче, я не знаю, это очень тупо. Вообще смешно, когда в игре Недобогиня добавляют какую-то возможность в создании ГГ добавить витилиго, там прыщи, растяжки, и тоже начинается куча ущемлений, мы это уже проходили. Я просто не понимаю даже какой мотив, какой смысл у этого всего. Вы буквально можете не добавлять это себе. Это есть функция, которую ты можешь добавить или можешь не добавить. Это решать только тебе, которую тебе даже, ну, тебе просто дали выбор, но люди даже с этого ущемляются, с того, что этот выбор вообще дали. Добавлять какое-то витилиго или нет. Это очень странно, это так странно на самом деле. Ладно, я чуть-чуть отошла от темы. В прошлом видео про хорошие романы я уже упоминала, что хорошие романы — это прописанные романы. И сейчас мы посмотрим подборочку игр, где женские ветки действительно такие. По крайней мере, нет ощущения фан-сервиса. В некоторых моментах могут быть легкие спойлеры. И, кстати, смотрите, я еще сделала тени, как лесбийский флаг, но тут плохо видно. Ладно. Короче, они есть. Ладно. Я была бы не я, если бы я снова не упомянула Baldur's Gate 3. Да, извините меня, те, кого я достала этим. Я тут постараюсь быстро в этот раз, потому что про него уже говорила в прошлом видео подобном. Тут хорошо прописаны все романсы. Они разные, интересные, на любой вкус, по динамике отношений и нацелены на более взрослую аудиторию. Проходясь по ВЛВ линиям Карлах, Шадоухарт, Лаэзель, Минтаара, все разные по характеру, по дизайну, по желаниям, по взглядам, и моя фаворитка среди них — это Карлуша. Несомненно, потому что история ее очень трогает, в конце я буквально плакала. Плюсом она такая крутыха с добрым сердечком, которую просто хочется обнять. Еще я люблю Лаэзелю за то, что своей серьезностью она почти сразу отталкивает, но по ходу дела мы прям видим, как она открывается, меняется, и даже что ее натура — это просто заложница своей расы воспитания китьянки, а на самом деле Лаэзель просто очень принципиальная. Минтара считает Дарк Романс, она для любительниц острова, властного, где-то жестокого, но ее ветка довольно интересная и своеобразная. Shadowheart. Разносторонняя личность, и лично я не шибко ее люблю, может потом видео про БГ я как-то расскажу подробнее почему, но в целом персонажка интересная, вроде и жесткая, вроде и мягкая, там по сюжету понятнее будет, конечно, но сперва она кажется слегка противоречивой в каком-то плане. The Last of Us 2. Наверное, про эту игру знают, ну если не все, то почти все, плюс у меня прошлый ролик связан тоже с ней. Хотя отношения Дины и Элли многим показались надуманными, поверхностными и некоторым не угодили, просто потому что у одной из них видны волосы под мышками. Да, это мем, но они реально ущемились, что в постапокалипсисе женщины посмели быть с волосами на теле. Однако в эту подборку я их занесу, потому что мне лично их отношения показались настоящими. Не идеальными, слегка напряженными, даже наивно подростковыми, когда будто гормоны бьют в голову, и ты не сразу можешь оценить ситуацию и сделать правильные выборы. Не буду говорить, о чем именно я тут, чтобы не спойлерить. Можете написать в комментариях вообще ваше мнение по Flow 2 и отношениям Элли и Дины. Серия Life is Strange. Это, пожалуй, одна из первых мейнстримных игр, где ВЛВ-линии не были фетишизированы и стали частью настоящей болезненной и живой истории. Думаю, про эту серию игр рассказывать много не буду. Тут несколько концовок, интересный сюжет, прописанная романтика, и любительницам интерактивного кино, а также разнообразных по поведению и характеру героинь должно зайти. Сюда же упомяну новую игру от той же компании Lost Records. Я сама ее не играла, видела и знаю пару фактов про игру, особенно, знаете, что мне понравилось? Реализм, блин. Типа там буквально у девочки подросткового возраста есть акне. Вау! Это должно быть в играх норма, добавлять такие штуки для разнообразия, для репрезентации, для тех, у кого тоже подобное есть, и хочется видеть что-то интереснее вылезанных пикселей с нереалистичными телами. Тут у нас подростковая любовь, как мы уже поняли, в крутой атмосфере 90-х. Можно и вовсе скипнуть это действие и оставить все на подружеском уровне, но у нас тут видео про ВЛВ, так что да, любовные линии есть, интересные персонажки есть и сюжетец тоже есть. У Миси, которая не настоящая геймерша, кстати, на эту тему, на тему этой игры есть видос, я его где-то прикреплю. И очень советую к просмотру, я сама смотрела и типа, боже, да. В чем она не права?
Late Debtors. Я очень удивилась, найдя эту игру, потому что так мало игр про людей 45+ в главной роли, а тут еще и возможность ВЛВ линий. Не знаю, как вам, но мне она сразу показалась очень милой и, главное, показывающей, что любить никогда не поздно. В игре не педалируется так называемая свежесть тела как главная ценность, и такого действительно мало в индустрии. К сожалению, большой популярности игра не обрела, но вот я тут, чтобы сказать вам о ней. В ней есть 8 возможных любовных веток, одна из которых включает сразу 2 людей и является полиаморной, насколько я поняла. Хотя игра и довольно короткая индюха, но любовные линии все равно прописали неплохо. Love's Crescendo – визуальный ритм новелла с милашной рисовкой про девушек, любящих музыку и нашедших в ней любовь. Тут вы не найдете какой-то невероятный сюжет или грустные повороты, но зато очень уютно проведете время, следя за историей любви и при этом с хорошей аудиодорожкой. Сонка Фарка. Вообще, по сути своей, это у нас детективный симулятор новелла, заключающийся в игре за женщину-хакершу под домашним арестом. Кстати, я проходила очень-очень давно у себя на летсплей-канале, и это была первая игра, где я начала снимать с вебкой, так что на фоне вы видите, собственно, мое прохождение. Так сказать, дань этой игре, хотя пару раз у меня горело из-за головоломок тогда. Объясняю, почему она тут. ГГ то ли бисексуальная, то ли лесбиянка, и в процессе игры она находит девушку, у которой довольно грустная история на самом деле. Но прописано это все интересно, и следить за развитием их любовного сюжета было довольно неплохо. Порадовало, что там не просто любовь-морковь, а есть и истории самих девушек, раскрывающие их как личностей. A New Life – визуальная новелла, которую можно найти как в Steam, так и в Play Market. Это можно назвать классической любовной историей в довольно милой атмосфере нежной рисовки, и что особенно классно, тут 5 концовок, так что игра реиграбельна. Это одна из тех игр, где все завязано только на истории взаимоотношений между героинями, но за которой следить очень интересно и местами даже грустно. There's This Girl. Эта игра, подобно предыдущей, тоже имеет очень милый визуальный стиль. Клянусь, почти все подобные игры будто с нежной рисовкой. Так вот, и она есть в Play Market, а также ее можно скачать на их официальном сайте, который я оставлю в описании. Это визуальная новелла, довольно короткая, минут на 10-20 геймплея, но вмещает в себе любовь двух девушек в эмоциональном повествовании, рассказанную с помощью картинок. Resident Lover. Если вы думаете, что вам показалось, вам не показалось. Это действительно лесбийская современная интерпретация Resident Evil Village. Мы играем, будучи в университете для девушек в Румынии, где, погружаясь в историю, нас ждут испытания, загадки, только любви. Говорить тут особо нечего, но я считаю, что свое место игра в этой подборке заслуживает, и особенно для любительниц самого резика. Scramble Suit City. Около комиксовая рисовка новеллы про ВЛВ и приключения. Добавила я эту игру, в частности, именно из-за темы супергероики, ибо подобного рода плюс ВЛВ игр совсем немного. Не могу ничего сказать по прописанности героинь, но стиль интересный и дизайн их мне понравился. Как я поняла, имеется 4 концовки и 2 романтических интереса. Ссылку тоже оставлю в описании. Mermaid Splash Passion Festival. Яркая, симпатичная по визуалу игра про русалочек. В ней имеется 4 романтических интереса и целых 23 концовки, по словам разработчиц. Тут и наряды разблокировать можно, и разные случайные события увидеть, а также принять в них участие, и, соответственно, любовь найти. Она, кстати, бесплатная, что, на мой взгляд, очень и очень круто для такой игры. Ссылка тоже в описании. Little Goody Two Shoes. Сюжетно-приключенческая игра с последствиями и элементами хоррора. Жила-была Элиза, которая росла в небогатой семье и должна была тяжело работать. Но однажды она нашла пару туфелек и понеслась, потому что туфельки оказались зачарованные. Нам придется и отношения с соседями выстраивать, чтобы вдруг чего в колдовстве не обвинили, и по ночам мир исследовать, борясь с врагами, еще и следить за ресурсами героини, плюс сцены свиданий и сюжетные романтические линии с другими девушками. Еще не упомянула, что концовок в игре целых 10 штук. Игра, как по мне, очаровательно выглядит, и она даже получила пару наград в свое время. Cage of Roses. Я не была уверена, вставлять ли эту игру сюда, плюс я в нее не играла, не смотрела особо ничего по ней, но мне приглянулся визуальный стиль и атмосфера, так что она тут. Что-то мрачненькое, готическое. Как оказалось, это визуальная новелла с вампиркой и романтикой. По идее, в ней одна сюжетная романтическая линия, а героини раскрыта очень даже неплохо. В целом, игру создала женщина, у которой есть еще несколько новелл с ВЛВ-линиями, но их все я вставлять не буду. Вот парочку только покажу на экране. На первый взгляд они показались мне неплохими. Есть еще такие игры, как Horizon, Dragon Age, Assassin's Creed Shadows, The Cosmic Wheel Sisterhood и прочие, которых я тут не раскрывала, но как бы они есть. Просто упомяну, чтобы вы знали. Подытоживать, в принципе, особенно нечего. Все я уже и так вначале сказала. Разве только добавлю, что индустрию нужно двигать к более искреннему и уважительному изображению всех.
разных отношений. С нашей стороны это в первую очередь поддерживать проект, созданные женщинами, проекты с разными историями, с разными героинями и героями, раскрывающие их, не клишированные, не объективирующие их и просто интересно. Часто клад скрывается в инди-играх, хотя AAA, которые тоже вполне себе можно сделать крутыми, так же, как мы видим на примере того же БГ. Надеюсь, игры из подборки вам понравились, и при желании вы можете написать в комментариях какие-то свои ВЛВ игры тоже. Кстати, на Фантоме есть список с лесбиянками в видеоиграх, там и протагонистки, и любовные интересы, и просто неигровые персонажки есть. Я не ручаюсь, что они все хорошие, как сами игры, так и прописанность этих героинь, потому что я их всех не чекала. Но, кому интересно, я ставлю ссылку, чтобы вы имели в виду, что такое есть тоже. Еще ко мне совершенно рандомно сейчас пришла в голову идея как-нибудь снять видос с моими игровыми крошинями. Рассказать про них побольше, про этих героинь, раскрыть их. Я не знаю почему и вообще насколько оно нам нужно. Короче, напишите в комментах, интересно ли вам такое. Ладно. Я, еще рандомно вспомнила про БГ одну фигню, что там есть в третьем акте пара мужчин, они просто NPC, то есть с ними не нужно никак взаимодействовать, у вас нет квестов, вы никак вообще не пересекаетесь, вы просто, если пробегаете в одном моменте кое-где, то вы можете их увидеть, но пропустить их вообще легче легкого, потому что это просто NPC, там таких куча. И окей, для того, чтобы еще и узнать, кто эти мужчины друг другу, потому что они там рядышком стоят, вроде как один на второго голову еще кладет иногда, не уверена. И для того, чтобы узнать, кто они друг другу, нужно еще и постоять, подождать, пока они поговорят. И только тогда из их разговора ты услышишь, что они пара. Но изначально, пробегая мимо них, не обращая на них внимания, стоят и стоят себе, мало ли кто, друзья, там, братья, да пофигу вообще. Мне-то самой в принципе пофиг, мне-то самой в целом пофиг, кто бы они друг другу ни были, потому что, я не гомофобка. Ладно. Знаете, в чем мем? Я просто горела на эту тему очень-очень давно еще сама с собой, и я не могу не высказаться еще раз по этому поводу, потому что, боже, как же у меня горит с этого. Потому что создали мод, который вот эту вот единственную пару мужчин переделывает на мужчину и женщину. То есть убирает их как геев. Я не знаю, зачем, почему, для чего. Это же насколько должно людей ущемлять, это же насколько нужно быть ущемленными, чтобы вот этот один единственный момент в третьем акте на пару секунд, который ты просто пробегаешь мимо, чтобы даже для этого сделать мод, это насколько нужно... Ладно, они там еще и моды делают, которые цвет кожи заменяют на белый, в Baldur's Gate тоже, да. Я не знаю, я зачем-то полезла в интернет, и у меня снова горит. Ой-ой-ой, это какая-то жесть. Я тут поставлю скринчики вам где-то, но я решила залезть, посмотреть про Деву Эйлин тоже что-то. В итоге, я знаете, что нашла? Я нашла такой мод, это просто, это... Для тех, кому это не интересно, можете уже скипать, все. Тут просто мое горение и все. Но вы это видите? Вы это видите вообще? Мод? Я не могу... Мод исправляет несуразных NPC, гарантируя, что их пол и ориентация соответствуют средневековому статусу кво. Средневековому, статусу кво фэнтези. Там буквально есть эльфы, там есть магия, там есть... Это фэнт... Я хз. Я не знаю, как комментировать, кто-нибудь остановить меня. Они и Деву Эйлин изменили. Если бы только это, вы посмотрите на тот списочек изменений, которые я вот тут прикреплю. Тут буквально... Кто? Чё это вообще? Они все Это же насколько надо было ущемиться, чтобы сделать такой мод и убрать из игры абсолютно все. Что у нас есть? Тут и сцены изменили, и модельки изменили, и текст с помощью ИИшки заменили, и куча всяких... Даже NPC, вы понимаете? Они даже имена 10 членам кулаков изменили в соответствии с их телосложением и этнической принадлежностью. Что? Имена изменили? Вы что совсем...
Я не знаю, я просто только сейчас увидела вот этот вот список того, что там изменили, и я поражена количеству ущемлений. Я поражена тому, что это вообще такое. Слушайте, я, наверное, как-нибудь потом по отдельное видео запишу вообще про всю вот эту муть, я хз тоже. Я не знаю, кто-нибудь прокомментирует это вместо меня вообще? Но знаете, с чего я больше всего... Ладно, больше всего я в шоке со всего, что это есть. Но, во-первых, Ноктюрн, которая подруга Shadow Heart. Я просто не понимаю, зачем ее заменили. Они буквально были подругами. Я при всей своей любви к Baldur's Gate и то столько всего не замечала. Типа там в письме что-то указано, кто-то кому-то написал не жена, а муж. Я при всей своей любви к БГ, к тому, что я просматриваю там буквально все, в каждую затычку влажу, я просто даже не замечаю таких штук. А они, эти люди, которые делают моды, которых так ущемляют ЛГБТ-пары, мод на удаление повестки. Это смешно, это забавно, да. Это очень весело. Я просто уже 3-й доп записываю. Я не знаю, какой из них я вырежу, что я сюда вообще вставлю, потому что у меня постоянно горит, и это все так не связано из-за того, что у меня горит. Знаете, что забавно? Они оставили эротические предпочтения Рафаила. Кулак Джара в борделе, я не знаю, о чем это. Я не помню даже, кто это. Нет, я помню, ну что там было-то такого, что не так? Циркачи в цирке. А что с циркачами не так? Альфиру и Лакрису они оставили, потому что те, мол, не афишируют свои отношения, что... Это так ужасно. Они даже учебники, журналы и всякие описания предметов поизменяли в этом моде. Зачем они вообще заходят в игру? Мне кажется, это какие-то люди, которые реально заходят не потому, что им интересно поиграть, не потому, что им интересна вселенная или игра. Я абсолютно уверена в том, что они заходят исключительно, чтобы найти эту самую повесточку и зачем-то убрать ее, и вряд ли они вообще в игру будут играть. Они чисто для этого заходят. Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, чего я не понимаю. На этом все, твинчаты. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.